Дрочишь ли ты на себя? Ну, знаешь ли, кто же на себя не дрочит? Ты занимался сексом с гетеросексуальными людьми? Обычно все натуралы зажаты, боже, первый раз, как это? Это лучше назвать и красивее мужской секс. Никакого камин-аута не должно быть. Твои достаточно публичные отношения с Миланой Петровой. Тот, кто это не принимает и плохо к этому относится, они должны сделать камин-аут. Have a penis or a vagina? Здравствуйте, с вами новый эпизод «Орел и решки». Что за гей? Почему тут гейство? Я вообще не верю, что гетеросексуальность существует. Я считаю, что это конструкт. Именно то же так, самое. именно так же. Все мы бисексуальны. Мальчики, парни начинают раздеваться в трусах. Эскорт – это абсолютно нормально. Чем отличается секс в Минске и в Берлине? В Беларуси вводит закон сейчас, который будет запрещать позитивную информацию про ЛГБТК плюс людей. Он меня берет за куртку, замахивается. На этом не закончится. Это только начало. Эй, привет! Меня зовут Ник. Я Ангелина. И я на самом деле очень рад здесь быть сегодня. Я счастлива безумно. Мы представляем проект Das Hip, проект о гендере и сексуальности. Это медиа для молодежи Беларуси. В Беларуси не хватает информации про ЛГБТК, Определенно. про сексуальность, про жизнь. Я живу в Берлине, ты живешь в Берлине, и я безумно рад, что мы встретились и мы делаем этот проект вместе с тобой. Я безумно рада, и я думаю, что это для меня, я не думаю, так и есть, для меня это очень сильно важно, особенно обсуждать такие проблемы, как проблемы квир-людей, сексуальности. И я рада, что у нас есть такой шанс. Мы сегодня боремся с патриархатом. И мы делаем это видео на самом деле для того, чтобы понять, что сегодня происходит с белорусскими мальчиками и мужчинами. Я думаю об этом долго. В Беларуси происходит пиздец. После 2020 года, после репрессий и в том числе начавшаяся война России в Украине, не остается как будто бы шанса для мальчиков, кроме как идти на войну, либо что еще делать. Поэтому я хочу сегодня вместе с тобой пройтись и изучить, что сегодня делает нас мальчиками и вообще, что это такое быть сегодня мужчиной. Наш герой Олег из Беларуси. 23 года, модель OnlyFans, бисексуал. Уже прошедший огромный путь из Беларуси в Украину, из Украины в Европу. Безумно тяжелый, интересный путь. Также очень интересные у него увлечения, профессия и интересы. Как расти без дома, как искать свой дом, когда его нету, как чувствовать себя и как использовать свое тело как ресурс для жизни, вы об этом узнаете с нами. И как быть самостоятельным? Да, как? Я не знаю. Я тоже. И ты пойдешь с нами. Ты должен сделать это. Это очень красиво. Да, конечно, до того момента, как я впервые начал снимать свое жилье самостоятельно, я жил в ужасных условиях. Во-первых, я жил не один, это семья, это Сколько вас было? родители. Ну, иногда это было в трехкомнатной квартире, там, 10 человек. 10. Да, до 10, там, 8. Ну, то есть кто-то Кто это приходил, был? уходил, вот так вот. Постоянно это ссоры Да. между собой, кто-то что-то делит. Конечно же, когда я уже почувствовал, что я могу сам себя обеспечить, я с этого всего ушел. Делите это все сами, ругайтесь, грызитесь за что хотите. Я лучше буду надрываться, зарабатывать, и при этом я буду спокойно жить, без стресса, в своей квартире и так далее. Большую часть я работал это в ритуальных услугах в Минске, что довольно немало денег мне приносило, тогда я мог себе позволить снимать себе хорошую квартиру. Это была первая твоя работа? Нет, это была последняя. Какая была первая работа, когда ты приехала жить самостоятельно? Это официант. Бармен, официант, Где это это кейтеринги и больше кейтеринг. Там заработаешь больше. Находиться в стране, где ты себя не то что на улице не можешь безопасно чувствовать, а дома
просто банально дома, и я понял, что нет, на эту ставку лучше не делать. И пускай я уеду в неизвестность, я уехал в Украину, но, по крайней мере, базово я буду ощущать свободу и безопасность. И что произошло дальше? Дальше в смысле? Когда началась война? Ну, началась война. Это было ужасно. Это первый месяц ты просто перестраиваешь свою психику, сходишь с ума. А потом ты уже как-то успокаиваешься, привыкаешь к этому всему, игнорируешь уже воздушную тревогу, как и все. Но это уже значит, что у тебя психика пошатнулась на всю жизнь. Вот. И после этого я тоже там старался двигаться в Украине. И было довольно-таки сложно, как белорусу, просто первое время найти деньги, потому что заблокировали счета всем. И приходилось просто знакомиться там с украинцами, каких-то искать друзей, которые могут себе на счет принять деньги с моих друзей, которые находились тогда в Беларуси, помочь. Очень много людей активировалось, которые захотели мне помочь. Типа они понимали, война, нет денег там, и все. И где-то первые 2 месяца мы с другом жили просто... Мы не вместе, он с женой своей, просто вот как белорусы, наверное, все жили на пожертвования. Потому что достать денег неоткуда было. Работы, конечно же, там не было. Очень много сталкивался с моментами, когда ты показываешь свой паспорт, и по признаку этого все, ты автоматически враг. Но сейчас я не могу привязаться к месту. Я действительно, я уже и не ищу свой дом, я нигде не могу себя почувствовать, я уже точно знаю, нигде себя не почувствую как дома. И больше придерживаюсь принципа, это хорошо там, где есть, и все. И в частности, про Беларусь мне каждую ночь, наверное, может через ночь, мне снятся сны, что я каким-то образом оказываюсь в Беларуси, что опасно для меня. Вот, и это стресс. Типа, я не здесь, как я здесь вообще оказался, и просто рандомные сны, но почему-то я в Беларуси. Что-то вот, я не думаю об этом, но вот что-то тянет туда. Просто я не собираюсь, я не хочу там жить, но при возможности я бы просто поехал там на неделю, на месяц. Просто, вы знаете, наверное, сам факт того, что ты понимаешь, что ты не можешь туда вернуться, и где-то тебя ждут очень плохие вещи, скажем так. Это на подсознание влияет. Я думаю, что от этого и снятся сны. Говоря про Берлин, что я люблю в нем, это то, что он уравнивает людей. Ты можешь ехать в поезде транспорта, там могут сидеть миллионеры, там могут люди выходить из Бергхайна, или люди, которые там будут просить милостыню. И все это равно, да. И мне это очень нравится. И действительно, как бы ты ни одевался, как бы ты красиво не выглядел, или как бы ты экстравагантно не выглядел, это действительно, или не выглядели, важно отметить, что как будто вот это ощущение «это ок, ты наконец-то ты свой, ты как будто получил базу». Для меня это мой Берлин. Я так понимаю, по-разному видим Берлин. Да, допустим, для меня, как для женщины, я не могу почувствовать, что... Я, конечно, чувствую, что это намного свободнее, чем Минск, город, в котором я жила, где я провела свою большую жизнь, но тем не менее я не чувствую полную безопасность, выходя из клуба, идя по улице, идя по Нойкёльну. Я все равно чувствую, что и со мной случались разные плохие происшествия, к сожалению. Я тоже думаю, это большое отличие, когда мы говорим о представителе мускулинности. Когда ты видишь, что идет мужчина, скорее всего, тебя люди не будут трогать на улице, чем когда идет, например, женщина ночью одна. Такому мальчику, как мне, очень сложно найти искреннюю дружбу, искренние отношения, даже не дружба, а вообще. Все это заканчивается тем, что ты не даешь то, чего от тебя хотят, слова нет. Первое время в Берлине было немного грустно, что я буквально там за первый месяц заимел столько друзей и знакомых, а потом ты понимаешь, что это все ради одного. То есть вот так.
Ну, это ради того, чтобы переспать с тобой. Вот и все. Так, очень так быстро в твоей квартире мы видели твой ноутбук, и так быстро, невзначай, ты упомянул OnlyFans, менеджера, друга. Так, чуточка так. Партнера, да. Вот мне тоже интересно больше поговорить на эту тему, потому что тема очень интересная, и OnlyFans такой интересный веб-сайт. Как вообще у тебя появилась идея создать там аккаунт? Тебе была идея твоего менеджера или это твоя личная Нет, идея? это моя идея, хороший вопрос. Я к этому отношусь как к креативу. В первую очередь. Во вторую, это уже как заработок, как бизнес. То есть мне это нравится как творчество. Вот. И это мне доставляет, то есть Инстаграм это, к примеру, одно делать, просто красивые эстетичные фотки, а OnlyFans это уже для более заинтересованной аудитории, скажем так. Были ли у тебя когда-нибудь мысли, не знаю, не хочу сказать страхи, потому что мы все очень разные, для кого-то это страх, для кого-то это не страх, что там твой аккаунт увидят твои родственники, кто-то покажет. Это их проблемы. Это исключительно их проблемы, это их должно волновать, если им это не нравится, или типа из разряда «О боже, мой сын или там племянник такое делает» и так далее. Нет, это их проблемы, и я не считаю нужным об этом рассказывать, опять же, камин-аут какой-то делать. А были разговоры на эту тему в семье? Да, были, я просто перед фактом поставил, мне все равно. Вот так, все просто. Ну да, если бы они спросили, вот, к примеру, у меня спрашивают, у меня, к примеру, там, отец или мать спрашивают, есть у тебя девушка? Я говорю, нет, есть. Если бы они спросили, а парень, я бы ответил, да. Но они никогда этого не спрашивали, я не считал нужным об этом рассказывать. Хочу перейти к теме больше выбранной семьи. Как ты относишься к порноиндустрии? У тебя было желание? Лояльно, да. Хочется тоже создать что-то красивое. Ты знаешь, когда я занимаюсь сексом и смотрю на себя в зеркало, как это происходит, это так красиво, к слову об OnlyFans. И вот эту красоту эксклюзивную, вот захотелось делиться этим вайбом, понимаешь? И, я думаю, к этому приду. То есть пока не спешу, но я заинтересован в этом. Тебе интересно? Да, я заинтересован. В съемках, в фильмах? Именно не больше, как, знаешь, с точки зрения заработка, а как вот именно делиться вайбом. Тебе важна эстетическая часть. Да, в первую очередь, главное, что я люблю себя, я нравлюсь сам себе, и я типа от себя в восторге и так далее, наслаждаюсь собой там в зеркале. И вот в первую очередь вот это. Дрочишь ли ты на себя? Знаешь ли, кто же на себя не нравится? Может быть, тебе надо что-то поменять? Да, бывают такие моменты, да, бывают. Это хорошо. Это сближает, то есть тебя с самим собой, скажем так, ты более открыт, в первую очередь перед собой становишься. Я про то я и говорил, что главное полюбить себя, и остальные тебя автоматически полюбят вокруг. Ты занимался сексом с гетеросексуальными людьми? Да. Вот в последнее время как раз-таки это как хорошо, так и не очень. С ними очень сложно. Вот действительно. Можешь рассказать? С натуралами это сложно. Как раз-таки внутренняя гомофобия обостряется в разы. И я себя чувствую, как будто я гомофоб, типа, знаешь, вот это вот какое-то стеснение и так далее. Но был один парень, он полицейский, кстати, это в Мадриде, по-моему, был, к слову, да. И я у него был первый, но он был настолько инициатором вообще, там, притронуться, там, приехать ко мне, куда-то сходить, потусить и так далее. Я просто офигел с этого. Обычно все натуралы зажаты, боже, первый раз, как это и что. Сексуальность, это спектр, мне кажется все-таки, что правильнее бы было назвать, что эти люди, я точно могу ошибаться, как перевести на русский, это be curious, люди, которые больше на спектруме bisexual, но они, допустим, это их первый опыт, потому что я считаю, что если человек гетеросексуальный, вряд ли бы они этим, в принципе, интересовались, потому что это,
Это не про гетеросексуальность. Если ты спросишь меня, я вообще не верю, что гетеросексуальность существует. Я считаю, что это конструкт. Именно то же так, самое. именно так же. Вопрос Все мы времени. Вопрос времени и все мы бисексуальны. вопрос времени и вопрос, Когда придет Олег. когда придет Олег, Да, собственно. да, И ребят. Свобода любви — это не обязательно там про секс с однополым партнером. Это может быть музыка, твое творчество, как, ну вот музыка, так пускай живопись, пение и так далее. То есть вот против этого нельзя идти, а это у нас есть, у нас это в стране есть. Когда нет свободы любви, это все, это не мир, это ад. И что такое любовь? Что такое любовь, Боже? Мне, конечно же, интересно спросить про твои отношения и особенно про твои достаточно публичные отношения с Миланой Петровой. Я являюсь поклонницей того, что она делает на самом деле сейчас, особенно ее телеграм-канала, ее оглашение новостей независимого. Какой был твой опыт этих отношений? Что это было? Это было очень публично, насколько я видела. Да, именно так. Кстати, это последние мои отношения с Миланой. Мы остались друзьями с ней. И это было классно, это было весело. Но что касаемо съемок реалити-шоу, для меня это было впервые. Это был стресс, безусловно. Это совсем другая атмосфера, знаешь, типа... Где это было? Как это Она проходило? такая личность высокая еще, понимаешь. Где что проходило? Где проходили съемки? Где На это Бали, было? на острове Бали. Я пообещал вот Милане, что мы будем сниматься, я уже отказываться не имел права, так как я дал слово, скажем так. И То есть слово я закон. уже, да, я Слово уже просто, уговор. скажем так, там был, и на самом деле я до сих пор не совсем понял смысла своего участия. Ваши отношения с Миланой, как я понимаю, они закончились после съемок или во время съемок? Нет, они закончились после... Ну, нет, не сразу после съемок, где-то через месяца 4-5. Ты сказала, У нас это еще твои такой последние период отношения. был, то мы мирились, ругались, и по итогу мы мирно разошлись и остались друзьями. Я ее очень уважаю и люблю, и она меня тоже, и у нас все супер в плане дружеских отношений. А как вот на тебя повлияло именно вот это вот публичное оглашение твоих отношений? Тоже знаешь, что ты из Беларуси, эти артикли в интернете, которые потом появились после того, как ваши отношения подверглись огласке, и все вот эти статьи в интернете белорусских Да, газетах. газет, Да. Как ты с этим справлялся? Ну, ты, наверное, сейчас клонишь к хейту, который вылился на меня. Ко всему. Ну ладно, скажем про хейт. Да, скажем про хейт. Хейт меня только подпитывал. То есть, знаешь, я от этого, мне еще лучше становилось, так как это зависть, и люди писали и придумывали там все, что угодно просто. Если, ну это значит стереотипное мышление. Если парень красивый и у него есть деньги, как им кажется, много, значит, он эскортник. И почему-то меня обзывали эскортником. Именно для них это был как хейт. Во-первых, для меня эскорт – это абсолютно нормально, но я этим никогда не занимался. Понимаешь? Вот. И для меня это было смешно, пускай побесится, понимаешь? Это, твои в друзья? основном меня хейтили то, что я там эскортник, у меня там речь как у первоклассника, типа такое, там вообще амебный и так далее, вот такое вот писали. Но я понимаю, что в реалити на съемках я был абсолютно другой, я не такой, как в жизни там был. И в целом вот эта атмосфера, не дисконнект с ее друзьями, то есть они-то друг друга знают, и они могут коммуницировать, общаться, и им есть о чем, а я просто один, никакой поддержки в плане того, что если был бы, знаешь, какой-то друг рядом, с которым бы я мог пообщаться, выговориться, это бы, может быть, сыграло в лучшую сторону. А как твои друзья, вот твои близкие друзья из Беларуси, как они отнеслись к этому всему? Слушай, много подруг и друзей, с которыми я мало общался, мы созванивались, и они были очень рады за меня, что меня очень тронуло. После реалити узнали о моей бисексуальности родные, близкие, в общем, все. Там, по-моему, несколько месяцев весь Минск гудел об этом. То есть доставали моих друзей. Там кто-то идет по улице, его там останавливает какой-то знакомый, а ты знал, что Олег там гей? Типа такое. Ни привет, ничего. И вот людям нечего обсудить о своей жизни, они просто обсуждали о том, что
Типа у них в голове не укладывалось, что в этом мире существуют люди с нетрадиционной ориентацией. Для меня это просто кринж как минимум был. Родственники, И какая была их реакция на это? знаешь, мне все равно, я к этому отношусь так, что я не считаю, что нужно делать в принципе какой-либо коммент-аут, так как это для меня нормально. Я считаю, что тот, кто это не принимает и плохо к этому относится, они должны делать коммент-аут, то что, блин, у меня проблема с головой, я не, мне типа плохо от того, что там возле меня гей или там мой сын гей, там, понимаешь, вот что в этом роде, понимаешь, у меня позиция такая. Никакого камин-аута не должно быть. Это выше нормы, алло. Что такое любовь, боже? Ты испытывал любовь? Да, испытывал. Блин, на самом деле для меня это очень такая острая тема. Я остерегаюсь любви в плане с человеком. Это очень такое болезненное, потому что когда ты влюбляешься в человека, это, знаешь, как своего рода наркотик. Ты зависишь от него, и ты ни о чем не думаешь, кроме этого человека. Я больше склонен к любви, там, к музыке, к каким-то увлечениям, к красоте. Ты боишься любви? Именно да, для меня боишься. это бесконтроль какой-то, то есть я боюсь влюбленности как раз таки, это совсем другое. Влюбленность это когда от одного человека только исходит, и для меня любовь это взаимность. То есть я люблю тебя, ты любишь меня, и мы вдвоем это чувствуем, ни больше, ни меньше. То есть все одинаково, есть баланс. Для меня вот это любовь. А когда влюбленность, это очень сложно. Ты болеешь, ты думаешь только об этом человеке, сходишь с ума. И это ужас. Как раз через это проходило. Это на самом деле так ужасно, ужас вообще. Может, вот хочешь немного топтать наше мороженое? Да, пожалуйста, мамочка, покорми. Время, сыночек, good boy. Thank you. You're welcome. Вообще как хочется стоять перед Да, все, мы камера пошла. Да, я понял, да, так, одну как подогнуть, да, в любом Здравствуйте, случае. с вами новый эпизод «Орел и решки». Короче, как описать Беркхайн людям, которые туда никогда не ходили? Беркхайн – это один из самых больших техноклубов Европы с самой лучшей саунд-системой в мире, одной из самых. И это очень большое место, оно вмещает в себе до 5000 людей в большие праздники, в обычные выходные до 2500. Это место, где нету никаких ограничений, где есть полная свобода, где ты можешь просто быть тем, кем ты хочешь, и ты не будешь за это чувствовать себя как-то некомфортно или ущемленно. И место, где можно встретить от селебрити до обычных людей и подружиться со всеми, с кем ты хочешь. Отлично. Место свободы. Что для тебя Беркхайн, как бы ты Ты вот описал? знаешь, для меня это что-то личное. Я бы не описывал так только поверхностно, что это за место. В целом, это то, что, так как описала Ангелина, так как все, что происходит там, должно оставаться только там. И чтобы понять, что такое Беркхайн, это нужно там побывать. Ты говорил, что твой самый длинный рейв был 27 часов. Как вообще это реально найти, пробыть в клубе 27 часов? Вот это мне повезло. Это один из немногих дней, наверное, единственный. Это когда в Беркхайне было множество людей там из вообще всего мира, Америка, Южная Америка, вся Европа. Постоянно знакомство. Ты видишь человека, и такое ощущение, что вы уже знакомы лет 5. И вот в таком темпе проходит тусовочка. В основном это общение. И когда мы хорошо проводим время, согласитесь, время идет быстро всегда, потому что хорошее происходит. Меня, если честно, Беркхайн всегда и в первую очередь, и в последнюю очередь всегда останется гей-клубом. И я его вот так это воспринимаю. Ты можешь там ходить в одних трусах, можешь ходить там без трусов. Ты можешь заниматься сексом с 27 человеками за одну ночь, Да, и не узнав их имен. И может, это и к лучшему.
Да. Что за гей? Что, причем тут гейство? А в чем проблема? Это все мужское, понимаешь, мужской секс, вот это все. Надо с лексикона этого убрать, гейство вот это. Ну, что Мужской это? секс? Это что-то, это где-то Мужской там. секс? Что ты имеешь в виду? За мужской секс? городом. Что ты имеешь в виду? Ну, мужской секс? это мужское, это ничего, это не пидорское, ничего, это два мужика, к примеру, вот. Вот если вот один мужик, это Или хорошо, три. это что-то прям мужское, да, То вот есть- это тестостерон. А когда два, То есть это когда- именно, это то, что называем мужским сексом. Это никого там это не пидорство, ничего. Вот именно вот мужской секс, вот, это значит ровно то, что я сказал, понимаешь? То есть, когда Ну мужчина что, с какой женщиной, гейство? то есть, когда мужчина с женщиной, это как бы типа... Это женский секс. Это женский секс, да? Да. А когда что? Мужчина с женщиной, это женский Нет, это секс? просто секс. Это феминный, это с просто секс. феминным оттенком. Ну я бы, ну а как ты называешь гейский секс или что, когда мужчина с мужчиной? Да. Это лучше назвать и красивее мужской секс. Это интересное мнение. Вау. Ну это да, Ну, если честно, я мнение. такого, да. Ты сказал, что то, что происходит там, должно оставаться там. Да. Можешь так издалека подойти, что все-таки происходит? Потому что Нет, люди, может быть, всё-таки- интересуются. Все-таки Стыдно, я да? хочу, нет, смотри, Стыдно, я когда хочу видно. сохранить Страшно или интригу. стыдно? Я хочу Стыдно, сохранить когда видно. интригу, и все индивидуально. У всех все происходит индивидуально. И к Бюрхайну очень чувствителен. Хорошо, теперь про секс, мужской секс, как Да-да. ты сказал. Было ли много мужского секса в Берхане у тебя? Он был. Он был достаточно Он был. мужским? Он у меня всегда мужской. Я поняла тебя. Спасибо. У меня был женский, как бы. Только. Женский я тоже люблю, да. И присоединиться Я к только женскому такое. сексу, это тоже довольно таки. У тебя клещ ползет, подожди. Да? Да-да. Спасибо. Ты говорила, Ангелина, о том, что молодежь ищет свободу, молодежь хочет быть сама собой, она ищет сообщество и вообще просто, не знаю, принятие себя, своего тела и, не знаю, опыта которого, возможно, которого никогда у них не было. Да. Но разве наркотики это единственный способ для того, чтобы быть свободным? Нет, конечно, нет. Мы каждый выбираем свой путь к этой свободе. Я встречала множество людей в Берхане, которые просто веселились там на протяжении 20 и более часов с несколькими коктейлями и клаб-маты, Вполне. энергетическими напитками и так далее. Кто-то просто на хорошем настроении. Я думаю, что здесь есть большая разница, что для тебя наркотики. Если наркотики для тебя это какой-то инструмент для получения твоего уникального опыта, пожалуйста. Если наркотики для тебя это инструмент какой-то системы, из которой ты не можешь выбраться, это уже другая история. Это правда о том, что я согласен с тобой, Ангелина, что нужно чувствовать, пытаться идти и вспоминать о том, что мы конечные, у нас есть тело, мы не идеальные, Да. у нас есть лимиты, мы не можем жить без воды, мы не можем Потому жить что без завтра еды. будет новый день, и или завтра будет потом новый будут день. другие выходные, где ты можешь Да, повторить, нужно заранее если понять, что тебе еще будет недостаточно, потом. или не Да. повторять. Поэтому в поисках свободы, да, не забывайте про себя и свое тело. Пожалуйста. Да. В чем отличается секс в Минске и в Берлине? В чем отличие? В отличие от отсутствия каких-то рамок Да. здесь, в отсутствие каких-то лимитов даже. Все, что любой твой кинг, любой твой фетиш может быть воплощен в реальность по щелчку пальцев. Если тебе повезет, можно по 2 щелчкам пальца. А в Минске все-таки люди, они более замкнутые, они боятся об этом разговаривать, у них огромный блок на открытость своей сексуальности. Я понимаю, почему. Это тоже причина жизни в тоталитарном режиме и постоянном страхе за свою безопасность. Что для меня очень сильно грустно, смотря на то, как легко и весело люди проводят время здесь, и зная, что где-то там, где-то в Минске, кто-то просто боится даже признаться себе, либо своему партнеру в своих каких-то желаниях, сексуальных желаниях. Я все-таки хочу сказать, после событий 2020 года, я просто и начал замечать, у нас менталитет действительно больше к Европе склонен. Он более готов вступить, знаешь, в Евросоюз. У нас очень мирные люди, спокойные, я бы даже это слово подобрал, нежели чем закрытые, то есть так. Вау! Просто ливень.
хочешь хот-дог, полностью в булке, вот как на этой картинке. Yeah, no, we want a hot dog, but this guy, he wants to like a French dog, like look like this, not like the Ты hot dog. задал вопрос, уже заранее понимаешь, что я спи***ю, если я отвечу положительно. Нет. Тебе какой нравится больше Берлин, ночной, вечерний или дневной? Будний или выходной? Хороший вопрос. Ну давай выходной. Скорее выходной, да, это ночной. Ночной. Но если лето взять, то это тоже, знаешь, когда теплая погода, вообще он прекрасен. Лежать в парке. Сбалансированное правильное питание Прекрасно просто. выглядит вот так вот. Чем больше майонеза, тем лучше. На хот-доге просто восхитительно. Конечно. Ой. Граф, это граф. Ты любишь свое тело? Конечно, я себя люблю, да, в целом. Ты помнишь тот момент, как твое тело менялось, когда ты начал? Ты помнишь вот эти все этапы своего развития своего тела, как росли у тебя мышцы? Или ты всегда у тебя всегда было такое рельефное тело? Нет, но я видел, что база есть над чем работать. То есть Татуировки ты согласен, не. что тело это инструмент? Инструмент для чего? Для жизни тело Ну да. инструмент, который дает тебе какие-то привилегии, плюс какие-то, скажем так, поблажки. Мы говорили про когда я красоту этим твоего тела. занимался, я не думал о том, что вот я это делаю ради того, чтобы были какие-то привилегии, поблажки, как ты сказала. Нет, я это просто делал для себя. Мне просто нравился процесс. Я влюбился в сам процесс, что и это и есть основная составляющая. Если тебе это не будет нравиться, ты просто будешь ходить в зал, потому что типа, ой, надо, вот лень, ты будешь ходить и не получать удовольствие от процесса, забудь про результат. Ну, смысл, мучиться, вот это вот все делать, это... Ну, я пришел вот к этому, что нужно именно влюбиться в сам процесс. Ты влюбился в процесс, ты любишь свое сейчас тело. Я сейчас иногда думаю о том, про других мальчиков и им, не знаю, мужчин, которые, не знаю, идут в клуб, и идут заниматься. Я помню это чувство. Ты заходишь в этот зал, ты помнишь этот запах, особенно раздевалка. Ты заходишь в этот запах раздевалка. И я не знаю, как видела ли ты Ангелина или нет, но для меня это всегда был такой момент, как мальчики, парни начинают раздеваться в трусах, пытаться сжать все свои мышцы, просят своего друга сфотографируй. Это такое для тела, качалка, особенно и запертые эти, эти переодевалки, да? Для меня это просто такой вот именно момент, где вот самый такой вот что значит быть для меня мужчиной, иметь рельефное тело, иметь красивое тело, потому что, имея это тело, я могу получить, не знаю, доступ, меня будут больше любить, не знаю, мне, не знаю, дадут больше работы, или меня будут уважать, или я могу, например, защитить себя в конце концов. Что вот для тебя ты говоришь, что ты что-то по-другому, ты шел туда, что-то другое, но в конце концов ты сделал это тело, и сейчас ты его поддерживаешь, ты же не хочешь его потерять. Конечно, не хочу. Ну, мне это нравится. Мне это уже привычка, это образ жизни. Я уже от этого никогда не отойду. И это что касаемо процесса. И, конечно же, хочется... Это, знаешь, совершенству нет предела, скажем так, на этом. И у меня другое мнение на этот счет, в плане вот у тебя вот тело, там будут какие-то плюшки и так далее. Да, это где-то работает. Сейчас для меня, если я выбираю партнера, я... Сейчас уже на это не смотрю. Для меня главное это мозги, понимаешь? Обаяние, харизма. И там уже особо на возраст не смотришь, как с человеком интересно, чтобы время проводить, познакомиться, дружить. Я сейчас вот уже вот этих красивых тел столько, вот это можно найти вот так, понимаешь? Во-первых, я сам-то являюсь, зачем мне еще искать, да? Я вот партнера, если ищу, то это уже... Это, конечно же, чистоплотность, это базовая какая-то красота, то есть
эстетика, но я не требователен, чтобы это соответствовало как-то мне, что прям это мышцы, рельеф было, как А ты раньше? сказал. Ну, раньше, Было когда такое, юношеский максимализм еще был, ну да. И что произошло? Почему? Ну, это опыт, это разный тип людей, разные категории. Я говорю, я знакомился с людьми, которые там старше меня, пускай там 40, 45 лет, 35. И понимаешь, там, да, человек не идеальный, не эталон какой-то красоты, но он или она настолько разговаривает, настолько интересно проводить время, такая харизма, так весело, классно, что ты бы там мог переспать уже, несмотря, то есть ты уже вот, это ментальная связь, она настолько сильная, что ты уже не смотришь на особо на внешность. So this is, I'm going for short like Nick. Where are you from? Germany. And can we film it? For what? Sure. So we are making like a video where we're trying to research what makes us man. You have to build muscles and have not to be gay. Yeah. And why exactly? I don't like LGBTQ or anything else. Yeah. And why? Because I only think it only gives man and woman. Exactly. Yes. And why? Like this is exactly what we are trying to understand. Who told us that this is exactly this is the only right the way to be? If you was born, you only come girl or woman, a girl or man, you know? And who told you that? I see it. If a kid was born, it have a penis or a vagina. What's the main what the biggest problem of like today's modern man for you? Was heißt, Bruder, was heißt verweichlicht auf Englisch, so Muschis. Ich weiß es nicht, weil ich auf I don't too feminine. So you think they're becoming more feminine? Yes. And That's the problem about men today. They become too much feminine. and if they all become feminine, what happened in the world? We don't have building like this because men build this, not women. Yes. Thank you. Please. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye. Сейчас у нас была очень интересная ситуация, когда мы шли в парк, Да. и к нам подошли двое парней, которые захотели узнать, что мы делаем, почему мы делаем, и мы решили сделать с ними быстрое интервью. И это меня вот это то, для чего мы делаем это видео. Мы пытаемся исследовать, что делает нас мужчинами, какие проблемы сегодня у мальчиков. И это этот вопрос, который я задаю сегодня и, наверное, всегда задавал, что делает нас мужчинами. И это вопрос, который задаю всегда всем мужчинам, что делает вас мужчинами, почему и сколько можно. И основные темы, которые мы заметили, что людям две вещи. Первая вещь, люди говорят про семью и про детей, про то, что это, и быть лояльным своей семье. И вторая вещь – это против ЛГБТК+, и страх, что мужчины становятся сегодня более феминными. Я часто слышу от мужчин Да. группы мужского пола, если мы возьмем так бинарную систему, о существовании некого братства мужчин, где как ты сразу становишься вхожим, если ты мужчина, к тебе сразу открываются какие-то закрытые познания, что такое быть в этом братстве мужчин, что значит, что норма. Потому что норма, например, подойти так в парк и сказать, типа, мужик, что делаешь? Понимаешь, в мире, мне кажется, более квир-мире такого нет. Люди более как-то мягко переходят в игры, не так резко и не так грубо. Вот чувствуешь ли ты вхожим в себя в эти круги? Да вообще тут умеешь ли ты мимикрировать в это? Нет, это вообще не для меня. Вообще должны соблюдаться какие-то манеры вот приличия, да, вот на первом месте какая-то интеллигентность или что, вот так вот просто взять и подойти, влезть в чужую компанию, причем вот так вот не беспардонно, скажем так, ну это не то, что нас делает мужчинами. Какие-то привилегии, ты чувствуешь себя как будучи мужчиной, в чем больше привилегий? Допустим, я считаю, что привилегия мужчин ходить по улице одному и не бояться. Да, смотри, когда ты в таком обществе, к примеру,
назовем это, в обществе вот быдло, которое не стесняется ничего вообще. Ты на него посмотришь, и ему нечего вот терять. Он не боится, к примеру, человек там подраться или еще что. В таком обществе, безусловно, мне будет не по себе и, конечно же, страшно, потому что красивому человеку, умному есть что терять. Неумному, некрасивому, то есть быдло, назовем это так, терять нечего. И, конечно же, когда ты в такой среде, ты будешь себя чувствовать ниже. И какой бы ты сильный не был, я бы не хотел даже там, да, действительно там, драться с человеком, если я вижу, ему там терять нечего, и он может сотворить все, что угодно. То есть и такие ситуации у меня были. Это Александр-Плац. Мы с ребятами просто ночью прогуливались. Как раз-таки тогда был ЛГБТ-фест какой-то, как много Pride. людей. Прайд, да, вот. И мы просто шли, мимо их проходим, и они там человек 12-10 пьяные, и там музыку слушали, орали, и просто мимо нас прошли, и через минут 10 мы переходим пешеходный переход, и мы просто оборачиваемся, и на нас такая толпень идет, и типа стой, стой, я такой оборачиваюсь, такой, какие вопросы? Он такой, откуда вы, какая разница? Такой, откуда вы, что вы тут делаете, в смысле, что делаем? Такие вопросы, это конкретно не помню, что он задавал, но я ответил, что типа из Беларуси. Такой, так вы что, геи тут еще или что? Я не успел что-то ответить, он меня берет за куртку, замахивается, я уклонился, промахнулся, мой друг сразу звонит в полицию и говорит, просто бежим. У меня сразу такие мысли в голове возникли. Вот если вам не нравятся там геи, да, вот, то есть свобода любви, пошли бы в какой-то гей-бар, там бы спросили, кто гей, не гей. Ну, действительно, да, я думаю, вы сами понимаете, чем бы это там закончилось все для них. Так нет, они прям ждали момент, пока мы куда-то зайдем, где не будет людей. То есть ты чувствуешь, что вас Да, довели? они нас прям чекали и довели до какого-то места, и там уже нас тормознули. Сколько им лет было? Ну, я думаю, что мои ровесники, наверное. Я был из этой компании, кто был как гомофоб, который шутил, там вот эти вот пидорские шутки и так далее. Как бы я сам действительно такой был. Вот, но и тут же можно же как взять эксперимент латентности, то, что ты в компании там какой-то гомофоб, а ночью ты типа дрочишь на парня, который тебе понравился. Вот. К слову о гомофобии. Вот, то есть тот, кто больше всего об этом кричит и говорит, что ему не нравится, скорее всего, он является латентным, то есть потенциальным. Или подавляет свою сексуальность? Ну да, за счет вымещения вот этой вот агрессии, злости на того человека, кто является свободным. Слушай, ну вот мы с тобой провели целых 2 дня. Да. Ангелина, когда последний раз проводила с кем-то целых 2 дня? Кроме моего партнера, ни с кем. Не Это знаю. впервые. Да, все бывает первый раз. Ну что мы должны... Смотрите, давайте. Живи в Беларусь, Нет, ставь получается. руку, делаешь так. Да. Я тоже. Сегодня был первый раз во многих моих начинаниях. Да, спасибо большое. знакомься. Спасибо большое, да. Я считаю, что нужно вот любить, там, созидать, там, не знаю, музеи, природа. Пускай это фильмы, музыка, ну и люди тоже в том числе. Это что и касаемо свободы любви. Это то, что у нас отнимают в нашей стране. Ну или в соседней России. Вот. Окей. Спасибо большое. Пожалуйста. Я думаю, можно.